Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим динамические наушники от компании Kiwi Ears. И это коллаборация с очень известным обзорщиком Crinacle. Я думаю, вы его все наверняка знаете. Наушники тут поставляются в очень небольшой, но приятно оформленной коробке. Здесь есть изображение самих наушников и название этой модели Singala. А тут указаны технические характеристики. И за звук здесь отвечает 11-мм кастомный динамический драйвер и специальная акустическая резонансная система, сокращенно CARS. О ней мы поговорим чуть позже, но чувствительность составляет 108 дБ и они получили 32 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники тут получили стандартный разъем 2 пин и выполнены из очень гладкой смолы. И в моем случае имеют синюю расцветку лицевой панели, дополненную вот такими интересными переливами и логотипом компании на обоих наушниках. А внутренняя часть корпуса тут вообще абсолютно прозрачная, и здесь очень четко видно тот самый динамический драйвер Kiwi Ears. Ну а вот привычных нам компенсационных отверстий тут вообще совершенно нет, так как их функцию выполняет как раз вот эта система CARS, которая расположена вот здесь. Она в виде трубок. Мы уже что-то похожее видели в наушниках Awful Magic One, возможно, вы их вспомните. И вот как раз она здесь управляет потоком воздуха, поступающего к динамику, и что самое главное, здесь регулирует низкочастотный диапазон, так как именно благодаря этому удалось добиться чистый и мощный качественный бас. И да, сразу отвечу, что проблемы с эффектом вакуума тут нет, за это можно не переживать. А вот звуковод тут среднего диаметра, но не очень длинный. Из-за этого с некоторыми амбушюрами они у меня в ушах сидят довольно расслабленно. Но не пугайтесь, как и в случае с Pandamon 2, методом проб и ошибок можно найти что-то подходящее под себя, и проблем никаких не будет. И я даже скажу, что тут посадка куда лучше при правильно подобранных амбушюрах. Они в итоге очень плотно прилегают к уху. Ну а по аксессуарам тут все довольно просто. Мы получаем совершенно обычный кабель длиной 1,2 метра с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 джек. Два набора силиконовых амбушюр и мануал по использованию. И вот мы подошли к самой главной части обзора, к разбору звучания наушников Kiwi Ears Singala. И поговорить тут действительно есть о чем, так как все-таки тюнинг тут сделан не совсем типично из того, что выходило в последнее время среди динамических новинок. И так скажем, в какой-то степени даже у них есть своя явная уникальность в этом плане, так как Crinacle решил сделать в первую очередь мощный бас за счет усиления низких частот на целых 8 дБ, но при этом замечу, не уведя эту модель в какую-то лютую басхедность с раздутым и невнятным басом, что я считаю правильным решением. Ну и безусловно стоит сказать, что в целом тюнинг здесь U-образный, с заметным преобладанием теплоты на средних частотах и с небольшим расслаблением на нижней середине. А дополняет это все дело аккуратные и детальные высокие частоты. И как вы понимаете, наушники не яркие и имеют довольно нейтральный тон подачи. У них нету какого-то явного перекоса, что в средние, что в высокие частоты. И на выходе мы имеем довольно сбалансированную подачу, так как область верхней середины и низких частот тут находится в паритете и ничего не вырывается вперед всего остального, как это особенно бывает в ярких наушниках с излишним усилением области верхней середины и высоких частот. Низкие частоты тут действительно хороши. Вот бас прям мое почтение. Он массивный, фактурный, прям супер раскатистый, с плавным затуханием и выделенной атакой с хорошей прозрачностью. И что мне понравилось, это его явный выделенный панч, но замечу, без какой-либо излишней доминации над средними частотами, как это бывает в реальных басхед моделях. То есть вокальную часть бас собой вообще никак не закрывает и не прячет под собой, а наоборот, он четко абстрагирован от этой области и просто выполняет свою крайне подконтрольную работу только в своей области, никак не мешая раскрываться всему остальному. Замечу, что если вы любитель хорошей бодрой электроники или хип-хопа и в целом жанров, где бас и кик занимают важную часть, эти наушники должны вам точно понравиться, уже как минимум за счет таких основательных и пробивных низких частот.
А вот средние частоты тут имеют довольно интересную сохраненную грань между теплой, приятной слуху нейтральности и при этом с добавочной энергией на верхней середине, чтобы все не звучало как-то безжизненно и скучно. То есть здесь все-таки нам не пожалели, добавили той самой энергичности с хорошим сохранением драйва, что уже будет особенно важно для рока или металла. И мне нравится, что вокал тут подается как я люблю, аккуратно, прозрачно, с хорошим весом, немного выйдя вперед по постановке вместе с ударной партией, но при этом тут нету никакой сибилянтности и пронзительности у вокальной части, да и тембры и обертона тут очень даже хорошо проработаны, а явные четкие атаки и переходные процессы на барабанах тут просто аккуратно дополняют все это дело вместе с шлейфами от реверберации, которые тут не обрываются как-то резко, а наоборот они получились очень протяженные, что определенно радует, особенно в этой ценовой категории. А я напомню, наушники стоят $80. А на высоких частотах тут все еще более интересно. Они подаются с хорошим сохранением энергии и атаки, то есть тарелки не звучат как-то смазанно, наоборот, они четко и явно выделяются в общем миксе вместе с перкуссией. Но при этом замечу, тут нету никакой излишней яркости или плохого ужасного тембра, да и детальность и разрешение тут очень даже хорошая. Хотя вот техничность и аналитика, мне кажется, тут ушла немного на задний план, так как в целом подача тут получилась аккуратной, теплой и немного гладкой, и без такой убойной техники, как, например, в Syngot EA500LM, где вы буквально можете разобрать всю композицию на части. Здесь же все-таки нам как будто просто дают возможность без явной жесткой аудиофилии наслаждаться композицией. Просто, что я называю, вы включаете музыку, и наушники вам не сыпят в лицо различными проблемами сведения, какими-то явными микронюансами, но при этом достоверно и очень выверенно, буквально на блюдечке доносят вам вот всю информацию в треке. Ну а что касаемо звуковой сцены, то она тут средняя по построению, зато инструменты в пространстве не теряются, звучат очень раздельно и проблем с их определением не возникает. И будь тут еще чуть более открытое звучание, было бы вообще отлично. А вот вывод по этим наушникам у меня получился таков: KiwiEars Singala — это очень бодрые динамические наушники, которые являются вполне универсальным решением под большинство музыкальных жанров. И любители вот такой нейтральной, чуть басовитой, теплой подачи должны точно оценить их. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки и писать ваши комментарии, а также вступайте в мою телеграм-группу, ссылка на нее есть в описании. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.